Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте немножко сегодня поговорим про наше прекрасное место, которое называется Завидово. Сегодня у нас будет такая тема, как добраться с Завидово, Макшино, Новозавидовска в такой прекрасный город, как называется Тверь. Вот вы скажете, мы, значит, уже эту тему обсуждали, я это все рассказывал, но я бы хотел бы, конечно, остановиться на, скажем так, этой теме поподробнее. То есть мы затронем тему, как добраться до Твери, и расскажем про прекрасный город, который называется Тверь. Ну, я думаю, конечно, мы немножко про Тверь расскажем, а вообще, конечно, про Тверь надо обширно рассказывать, вот, потому что город большой, город интересный и город классный. Вот, как добраться с Макшино до Твери? Все на самом деле очень просто. Вот наше Макшино, значит, вот видите, наше Макшино. Вот, можно добраться на рейсовом автобусе. Вот, значит, у нас вот здесь вот трасса М10, Ленинградское шоссе. Можно отсюда, скажем так, выйти и пойти на вот эту остановку. Вот, видите, остановка. Эти автобусы идут в том направлении, ну, то есть это север у нас, в сторону Твери, и в обратном направлении это южное направление. Вот, южное направление у нас на Москву, а нам надо на север, в город, прекрасный город, который называется Тверь. То есть мы можем, значит, сесть здесь на автобусе, вот, и поехать. Если я не ошибаюсь, то 546 и 521 идет на Тверь. Но будьте готовы ехать часа два до Твери, на автобусе ехать, ну, часика два, если я не ошибаюсь. Вот. То есть вы сели здесь на автобус и поехали. Поехали в город Тверь. Тверь у нас находится вот здесь вот. Вы, значит, отсюда на автобусе поехали и приехали на автовокзал Тверь. Есть другие варианты. Можно, значит, вызвать с Макшино такси, или можно дождаться рейсового автобуса, который идет по вот этой улице Солнечная, в сторону Новозавидовска. Вот, Новозавидовск у нас находится вот здесь вот. Здесь, значит, мы сходим с автобуса, берем в железнодорожных кассах билет на Ласточку на север, не в Москву, на юг, а на север. Вот, северное направление до Твери. И на Ласточке или на электричке едем в город Тверь. Вот. Значит, у нас что получается? У нас мы, значит, отсюда, с Новозавидовска, по железной дороге, вот она идет, едем в Тверь. То есть, значит, если ехать обычной электричкой с Новозавидовска до Твери, то это занимает примерно, ну, как вам сказать, примерно... Ой, ну где-то минут 20-25, вот так вот. То есть это, ой, нет, я вру вам, нет. Это где-то минут 40 занимает по времени, если на обычной электричке. Вот, ну и обычная электричка, конечно, она подешевле. Вот. Но если вы хотите чуть побыстрее и чуть подороже, то можете поехать на Ласточке. Вот, смотрите расписание. Расписание можно посмотреть в Яндекс Электричках. Есть такое приложение, которое называется Яндекс Электрички. И вы, значит, смотрите в этом приложении, забиваете дату, ну не дату, а направление, допустим, там Новозавидовский, Тверь, и вам выпадает расписание, когда едут Ласточки и электрички. Я вам скажу честно, я этим приложением пользуюсь постоянно, приложение классное, вот, так что вот так вот. Такой вариант еще есть. Но есть еще один вариант. Ну, этот вариант, вы знаете, он самый дорогой. Но если вам, может быть, срочно надо, может быть, вы с семьей, или вы просто не хотите заморачиваться, вы можете вызвать такси с Макшино
прям до Твери. О, сколько стоит, блин, я вот, честно говоря, не помню. Но вот так вот у меня в голове всплывает такая сумма около 1000 рублей. 1000 или 1000 с чем-то. То есть с Макшино на такси прям до Твери. Что-то такое. Я могу ошибаться, не буду вам врать. Это надо смотреть и спрашивать. Вот. И вы можете, допустим, с Макшино прям со своего подъезда загрузиться и поехать на такси прямиком, напрямки, прям в Тверь. Но в принципе, вы знаете, если, допустим, у вас большая банда, да, там человека 3-4, то в среднем ценник, допустим, на ласточку, там что-то 180 рублей или 200 или 150, то есть до Твери. То есть, допустим, у вас 4 человека, по 200 рублей, это уже 800 рублей. Вот так, в принципе, можно, конечно, проще, может быть, и на такси доехать. Так что вот так вот. Вот. Ну, давайте возьмем маршрут автобусный. Значит, мы проезжаем, и когда мы едем, допустим, на Тверь, мы проезжаем Безбородово. Безбородово — это село, которое находится вдоль шоссе Ленинградского. Вы знаете, село довольно-таки небольшое. Там очень много, скажем так, заброшенных домов. Такие, знаете, страшные дома есть. Прикольно это все выглядит. Вот. И это село, оно, как вам сказать правильно, так, чтобы не ошибиться, такое типа село рыбаков. Да, вот так вот, наверное. Вот. В этом селе все рыбачат на вот этом водохранилище. Ну, наверное, там по лицензии, а может быть и нет, я не знаю. Вот это вот Московское водохранилище, вот оно такое довольно-таки большое, вот это Московское водохранилище. Вот река Шоша, да. Безбородово. Вот. И тут вдоль дороги у всех стоят ларьки с продажей, скажем так, рыбы. Вот. Там рыба какая хотите есть. Там и сушеная, вяленая, жареная, все что угодно. Мы неоднократно брали там рыбу. И вы знаете, рыба очень хорошая, вкусная и довольно-таки недорого. Если вы хотите, немножечко выпить горячительного с рыбкой, то садитесь на велосипед с Макшино, езжайте в Безбородово, покупайте себе рыбку и, пожалуйста, получайте 133 удовольствия. Вот. Дальше, значит, мы проезжаем вот эту реку Шоша, Московское водохранилище, и едем, проезжаем Старая Мелкая, и, значит, вот здесь вот у нас Редкино. Редкино — это довольно-таки такая большая станция, вот. И там тоже, значит, много всего интересного в Редкино. Я не буду вам всего рассказывать, это отдельный разговор, отдельное видео. Проезжаем Редкино, вот, и едем дальше. Дальше поехали, и вот мы приехали в Тверь. Вот, в Тверь мы, значит, приезжаем, тут два варианта. Если вы, допустим, едете на такси, то в Тверь мы заезжаем с этой стороны. То есть, тут вот, смотрите, у нас ТЦ Рио есть. Довольно-таки неплохой торговый центр, мы там были, нам там понравилось, вот, торговый центр Рио. Интересное место, как интересное, торговый центр, можно походить, можно что-то прикупить, можно перекусить, обычный стандартный торговый центр, который называется Рио. Естественно, в нем есть и Макдональдс, и Бургер Кинг, и всякие драгоценности продают, все подряд, короче. Вот. Хороший торговый центр. Он такой, вы знаете, какой-то вот необычный. По всей видимости, в этом раньше, скажем так, в советское время здесь какой-то был, я не знаю, концертный зал, может быть, потому что здание такое немножко необычное. Вот видите, такое. Вот он двухэтажный. Да, двухэтажный. На первом этаже павильоны, там всякие торговые. На втором этаже у нас, значит, фудкор, фастфуд там и так далее.
Вот. Будете проходить, не проходите мимо, зайдите, посмотрите. И, кстати, в этом торговом центре продается не бижутерия, а вот драгоценности под брендом Pandora. Некоторые девочки, женщины, бабушки очень как бы фанатеют по этим, скажем так, хочу сказать бижутерия, но это в принципе не бижутерия. Ну, по этим, о боже, какое же слово подобрать, по этим драгоценностям, пускай так будет. Вот. Если вы хотите что-то прикупить жене, маме, бабушке, сестре, то заходите в Пандору и покупайте. Там довольно-таки приемлемые цены. Вот, там браслетики продаются, там шармики продаются. Ну, если вы как бы знаете, что такое Пандора, вы в теме, вы знаете, что там продается. Ну нет, это не реклама. Вот, не думайте, что это реклама. Вот, это просто мои впечатления об этом магазине, потому что он, как Макдональдс, мне тоже очень-очень нравится. Вот, так, дальше. Ну, это мы, значит, заехали с этой стороны. Вот. Тут торговый центр Рио. Ну, тут, короче, очень-очень много всего, куда можно сходить и посмотреть. Ну, естественно, тут у нас Макдональдс. Как же мы без Макдональдса? Вот. Можно даже, смотрите, панораму посмотреть. Давайте посмотрим панораму. Немножко боже, что за слово? Немножко посмотрим на Макдональдс. Вот, смотрите, вот этот Макдональдс находится. Вон, смотрите, видите, вот торговый центр Рио. Да, давайте немножечко туда продвинемся. Вот, еще, чтобы вот на Рио посмотреть поближе. Вот. Если вы не пользовались, допустим, в картах вот этой функцией, вот видите, можно вот так смотреть. Конечно, посмотрите. Вот с помощью этой функции вообще путешествовать можно по странам. Я так недавно смотрел Новую Зеландию. Довольно-таки интересно. Но тут мужички что-то делают, а вон там вот у нас, вот видите, торговый центр Рио находится. Можно чуть-чуть приблизить. Видите, картиночка у нас прорисовывается. Вот, хорошее место. О, это чересчур. Хорошее место, хороший торговый центр. Так, ну ладно, давайте закроем. Вот видите, скажем так, фотографии эти были сделаны в 2020 году. Можно посмотреть 16-11 год, но мы не будем. Так, это мы, значит, заехали с этой стороны. Но можно заехать и с другой стороны, если вы едете по железке. Вот железная дорога у нас пошла, вот видите, пунктирные линии. Вот. И если вы будете ехать на железке по железной дороге, то вы приедете на ЖД вокзал Тверской. Вот. Так что вот так вот. Вот у нас ЖД вокзал здесь, а вот Тверской. Вот вы приедете сюда. Вот. Что в первую очередь, выйдя из ЖД вокзала Тверского, куда можно пойти? Куда можно пойти в первую очередь? Ну, естественно, мы пойдем в KFC. Вот у нас здесь рядом находится KFC. Кстати, KFC находится вот в здании железнодорожного вокзала. Вот KFC у нас. Ну, если вы фанат, конечно, KFC там и так далее, вот, то сходите туда, перекусите, потому что по Твери можно ходить долго и мучительно, потому что есть на что посмотреть и есть куда сходить. Вот у нас KFC, а вон там, вот видите, виднеется железнодорожный, скажем так, часть железнодорожного вокзала, перехода. Вот. Так, да, в KFC мы побыли немножечко, можно сходить вот сюда еще, торговый центр. Вот, это тоже торговый центр. Вот, находится он на Коминтерна. Ну, довольно-таки неплохой торговый центр. Там в этом торговом центре есть спортмастер, 4 лапы и много-много всего интересного. Вот, нам очень нравится магазин 4 лапы, потому что у нас есть животное, и там, конечно, прикольно. Давайте посмотрим панораму этого торгового центра. Вот он, видите, торговый центр. Вот этот торговый центр называется Карусель. Вот. Спортмастер там, конечно, небольшой, но в принципе мы там кое-что покупали, и там выбор такой есть довольно-таки небольшой, но выбор есть. Вот он, видите, гипермаркет Карусель.
Значит, у нас железнодорожный вокзал, вон там он находится, вот видите, вот, где, вот виднеется, вот он. Это недалеко, это буквально вот так вот там, ну, не знаю, 3-4 минуты ходьбы от ЖД вокзала до торгового центра этого «Карусель». Вот. Вышли, зашли в KFC и пошли тратить денежки в торговый центр. Так что вот так вот. Но вообще про город Тверь можно рассказывать очень долго, но мы пока ограничимся этим рассказом. Так что вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.